нужно сначала наполнить себя энергией, а потом уже все вокруг. Ну вот здесь бы я немножко, кстати, даже поспорила с тобой. Нашу энергию формируют как раз-таки наши действия. Так. Сейчас все те, кто хотели что-то сделать, берите и делайте. Любовь, деньги, здоровье. Вы получаете то, что отдаете. Что Да. вы отдаете в мир, то и вам возвращается. Да. Закон бумеранга. Много денег. Всем привет! С вами я, Ирина Крикуненко, и вы на канале «Давай попробуем». Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить ваш комментарий. Сегодня у меня в гостях Анастасия Бучнева, телесный терапевт, энергопрактик. Настя, привет! Привет. Сегодня предлагаю приготовить креветки карри с овощами и кокосовым молоком. Давай. Это мое любимое, простое, очень вкусное блюдо. И пока мы будем готовить, я хотела бы поговорить о тебе. Окей, хорошо. Начнем резать, и ты мне расскажешь, что же за такая интересная профессия телесный терапевт. Это энергопрактик вообще. Что в себя вмещает? На самом деле телесная терапия – это очень объемное понятие, потому что оно в себе вмещает и работу как с телом человека, так и психику. У нас в целом мир в какой-то степени разделяет вообще тело и психику на какие-то две отдельные составляющие. Когда я, например, говорю про телесную терапию, многие люди думают только про то, что это какая-то работа руками, массаж, Да, как массажист. реабилитация. И да, у меня есть мое базовое образование, я реабилитолог по базовому образованию, у меня есть еще медицинское образование. Но помимо всего прочего, работа с чувством человека, да, то есть работа с блоками, она не только лишь заключается в работе с телом, то есть именно с каким-то прикосновением, то есть это также работа через сознание человека, через разговорную практику, то есть, например, гипноанализ тот же самый. То есть за счет вот этой трансформации ощущений, скажем так, в теле происходит и, скажем так, влияние на телесную структуру человека, то есть могут у человека проходить какие-то блоки телесные. Например, если он чувствовал себя зажатым, не знаю, там, скрюченным каким-то, то проработать, например, какой-нибудь страх, он чувствует, что может глубже вдохнуть, например. Да? То есть вот это такая вот комплексная, на самом деле, работа сама по себе. Ты говоришь, что ты реабилитолог, значит, сначала ты практиковала как Да. Традиционные способы, так скажем. Традиционные, да, способы. И то есть я работала очень много в клиниках остеопатии, также в клиниках, которые именно конкретно связаны с реабилитацией. И вот этот момент, когда ты поняла, что нужно расширять свое поле знаний и комбинировать духовное и телесное. Что-то произошло? Да, на самом деле что-то произошло. Сразу несколько таких, знаешь, два, наверное, события. Я очень увлечена всегда была своей деятельностью. Мне было, знаешь, всегда искренне интересно, как практику, какое-то вот целостное восприятие человека. И я дошла до какого-то момента, когда я уже стала изучать кинезиологию. И это когда у меня здесь болит, а там надо дернуть мизинец, да? Да, вот. И, например, я работала в одной клинике в Москве, и действительно кинезиология – это потрясающий метод. И остеопатия – это разные вещи. Остеопатия немножко разные вещи, они где-то вместе стоят на стыке, но это разные вещи, разные подходы немного. И я стала замечать следующую вещь, что я, работая с клиентами, например, я могу, вернуть ось позвоночника, то есть проработать сколиоз, либо брать какую-то боль человека, он уходит, у него все прекрасно, он чувствует себя замечательно, но приходя на следующий сеанс, у него эта боль либо возвращалась, либо сколиоз возвращался. То есть не было какого-то стойкого результата, и как бы, исходя из тестов определенных, я понимала то, что проблема не только лишь в костях, мышцах, связках, суставах, а есть что-то еще глубже, что-то более тонкое, которое влияет вообще вот на эти мышцы, суставы. И тогда вообще у меня, кстати, был такой пример, девочка с 14 лет,
у нее постоянное, ну, сколиотическое изменение осанки, и ее мама привела ко мне на сессии, на сеансы реабилитации, и мы с ней занимались, и также я отправляла ее домой, ровный, счастливый, скажем так, свободный, потом она снова и снова возвращалась обратно. Поработав с ней какое-то время так, я решила пригласить маму к нам на сеанс. И разобраться, что же происходит дома, когда... Да, я просто увидела, что у мамы, во-первых, походка такая же была, очень такая вялая, апатичная. То есть вот мамин тонус психики абсолютно полностью транслировал то, что происходит на самом деле с ребенком. А дети, они зависят очень сильно от своих родителей до определенного возраста. Они, конечно же, склонны копировать энергию своих родителей, да, вот особенно вот до того времени, пока они вот живут вместе. Ну и в целом мне хочется заметить, что окружение очень влияет. Абсолютно верно. Вот очень где сильно. Ты находишься, ты все очень сильно. Действительно, наши мысли, мышление, то, как мы себя, вообще чем мы себя мотивируем, какими смыслами мы живем, оно, безусловно, формирует нашу реальность. Но это не происходит так, что если я сейчас подумала о чем-то плохом, это тут же произошло. Конечно, не настолько буквально, как это порой представляется, там, не знаю, во многих там, социальных сетях и так далее. Ну или как, например, там «думай и богатей», да? Ты сидишь, думаешь, и на тебя это не падает. Нет, конечно, да, абсолютно. Конечно, это большое заблуждение, что если я сейчас буду думать там на богатом и ничего не делать для этого, да, у меня там что-то произойдет. Да, это очень... То есть интересная, глубокая тема. Мы так плавно с телесного терапевта перешли в метафизику. Вот. А тем временем мы уже почти все порезали. Остался только сельдерей и вот морковка и цветная капуста на созвездие. И вот интересно про тему мыслей, да, мозг такая штука интересная. Иногда мы путаем, мы подумаем о чем-то и не сделаем, да, например, посмотрел, как в спортзал человек сходил, и мозг как будто бы подумал, что ты сам сходил в спортзал, да? Да. То есть главное действовать, не просто думать об этом. Да. Как вообще это работает? Если, там, ну вот, положим, я что-то хочу, да, я придумала. Да, например, мне очень нравится такая мысль про то, что нашу энергию формируют как раз-таки наши действия. То вот как мы, ну, скажем так, реализуем себя в реальности, это влияет на уровень нашей, в первую очередь, удовлетворенности. Ну, то есть, если я кайфую от чего-то, тогда у меня энергия повышается? Да, то есть, когда, конечно же, ты действуешь из своего истинного «я», то есть, условно говоря, твои желания, они синхронны тебе, ты имеешь вот этот контакт с телом и пониманием, действительно, что я хочу, что для меня важно. Я бы сказала, с душой даже. Да, вот, когда ты, знаешь, даже понимаешь некое свое вообще истинное предназначение вообще в мире, скажем так, ты действительно начинаешь вот эту реализацию, эти действия, ну, скажем так, даже не для того, чтобы, условно говоря, там деньги заработать или еще что-то, а у тебя в целом вот есть вот это ощущение глобального какого-то смысла, и ты движешься в этом ритме. А как ее найти? Это очень важно понять, что очень важный показатель того, что вот, например, если сейчас ты кайфуешь от того, что делаешь вот в этом моменте, да, вот это чувство удовольствия, оно есть как раз, ну, такой, скажем так, хороший показатель. И ты даже понимаешь, что если на твоем пути будут встречаться трудности, а это, в принципе, абсолютно нормально, естественно для нашей жизни, то ты будешь все равно продолжать получать от этого кайфа и удовольствия. Ну, вот как человеку, который работает в офисе, ходит на работу с утра до ночи, да, найти вот то, от чего он кайфует. Ему уж хочется прийти, он уставший, вот. Очень сложно, знаешь, и думать о том, что вот тебе нужно как бы семью кормить, за квартиру платить, и тут еще от чего-то кайфовать. Вот здесь очень важно, знаешь, во многих, кстати, корпоративных таких больших компаниях не просто так сейчас есть, кстати, психологи, да, коучи, которые как раз-таки помогают сотрудникам в компании
найти вот это ощущение того, что работая даже в компании, в офисе, сидя за компьютером, я выполняю какую-то очень важную там цель. И вот эта вера в то, что я действительно делаю что-то классное, великое, оно уже зажигает. Я, кстати, позавчера точнее, я очень люблю читать про разных там женщин, ну, вдохновляюсь, скажем, о них. И меня безумно вдохновила Екатерина II. Вот у нее там вообще все велико. Я видела пост у тебя. Да, у нее, вот она же, по-моему, сама себе, кстати, придумала такое прозвище Екатерина Великая. Это как Great Britain. Почему not Great Spain, да, Great Britain? Да. И вот у нее, знаешь, что это ее величие, оно прослеживается во всем. То есть действительно человек, она приехала из Германии, да, в то время, когда, в принципе, женщины, как бы, вообще с ними не считался никто и ничто, вот, плюс там давление со стороны знати и вообще подозрение к ней, как вообще к правителю и так далее, к ее способности, она действительно увеличила там и бюджет страны, да, российской державы, сделала Россию культурной научной державой, то есть там, по-моему, Ломоносовы, вот все вот при ней как раз-таки вот обрели вот этот расцвет. И там вот это величие было не про эго, да, вот, знаешь, скажем так, надеть на себя павлиний хвост, а действительно с такой глубокой верой в то, что ты делаешь, с такой любовью. И вот я считаю, что вот, мне кажется, предназначение вообще человека — это вот начать, знаешь, получать вот это... понимаешь, что я даже вот сейчас, когда я готовлю эту еду, я делаю что-то великое. И я, например, когда готовлю дома, я в конце готовки, мне муж спрашивает, как ты это приготовила? Я говорю, ну вот я там сложила то-то, то-то, то. Я говорю, и в конце я начала вот так творить и говорить: любовь, деньги, здоровье, все самое лучшее, гармония, все самое прекрасное в нашу семью. И мне кажется, вот этот вот смысл, когда ты вкладываешь что-то, он очень важный. Да, сначала эмоция появляется, но мне кажется, сначала очень важно то, какой смысл я закладываю и в свои мысли, и например, в свое действие то же самое. То есть вот как я это делаю, ради чего. И можно ведь, на самом деле, например, там, я приготовлю еду. Можно просто приготовить еду, потому что, как бы, что-то там надо. Да. Как бы я же мать, там, я там или еще кто-то, с да? позиции, что ты должен, да? Да. А можно, как бы, к этому подойти из такого внутреннего ощущения самоценности. Но тогда ты должен или должна быть наполнена сама, не истощена и быть не в ресурсе, да, вот. Действительно, нужно сначала наполнить себя энергией, а потом уже все вокруг. Ну вот здесь бы я немножко, кстати, даже поспорила с тобой. Давай поспорим, это классно. Да, потому что мне кажется, знаешь, вот когда ты начинаешь вот это делать, ты втягиваешься, это тебя наполняет. Тебя это уже наполняет. Вот нам все время кажется, что нам нужно чего-то набраться там, чтобы наполниться. А порой нужно научиться отдавать. То есть мне всегда кажется, что мне надо там еще подучиться, здесь подучиться, я недостаточно то, недостаточно это. Вот. И вот тоже можно сравнить, да? Да. Что можно взять, брать и делать. Да, делать. И в процессе понимать, что... И в процессе, именно в делании, у тебя появляется и самоценность, у тебя появляется и желание делать еще там и так далее, да, развиваться в этом, да, где-то может что-то не получаться. Сейчас все те, кто хотели что-то сделать, берите и делайте. Да, вот вам мотивация. И будет вам счастье. Вот, а мы все порезали. Я люблю это блюдо, потому что оно очень цветное и красивое. Здесь и зелень, и цветная капуста белого цвета, батат. И вот для меня очень важно, чтобы это было так ярко, да, сочно. Ну что, нам остается это все заложить в кастрюлю, залить, сначала присыпать карри, потом залить кокосовым молоком и оставить тушить. Ну что, торжественно открываем крышечку. Что у нас там получилось? Вот, слушай, как зелье, а? Даже бурлит так же. Вообще какой, просто. Смотри, это как вот. Вообще.
Вот. Такая красота у нас получилась. Такой Я вот, обожаю готовить. такой прям крем-суп даже получился. Ну что, ритуал, собственно. Да, да, вот в первую очередь, когда мы накладываем в тарелку, это соединиться с собой, своим сердцем, Мгм. с внутренним чувством любви, добра, изобилия. И вот от этой всей души положить, да, в тарелочку, возможно, вложить туда какое-то пожелание человеку. Можно я возьму, потому Да. что я боюсь, что я тебя обожгу. Любви, здоровья, счастья. Вот так. Вы получаете то, что отдаете. Что Да. вы отдаете в мир, то и вам возвращается. Закон Да. бумеранга. Деньги, добро, Деньги, изобилие. деньги, деньги. Много денег. Пора попробовать. Вот наш карри, наполненный любовью, Да. благодарностью и самыми благими намерениями. Давай пробовать. Давай попробуем. М. Ну как? Очень такой нежный вкус получился на самом деле. Я почему-то думала, что он будет более интенсивный. Ну, карри разные бывают. Мгм. Если не брать там зеленый карри или не помню, как называется. В общем, бывают такие карри острые. Вот, то вкус Да. очень мягкий получается. Да, очень мягенький. Это одно из моих любимых блюд, потому что готовится просто, Мгм. быстро. Это все выглядит нарядно и очень вкусно. И по Мгм. желанию можно добавить риса или добавить еще больше кокосового молока, и тогда будет Больше более... в суп. Да. Сегодня, конечно, вот контекст, наверное, смыслов, состояний, действий наших жизней, которые определяются в дальнейшем, то мне здесь хочется привести такой очень хороший пример моей клиентки, которая жила в очень сильной тревоге, у нее были постоянные панические атаки, в том числе, скажем так, были проблемы со здоровьем, и, ну, скажем так, очень нехорошо это складывалось вообще на отношениях с мужем. Здесь очень важно понимать, что человек, который находится вот в таком состоянии, он очень часто приносит это состояние в семью, и это является порой такой, знаешь, некой отправной точкой, когда в семье и в отношениях тоже начинается кризис. Вот состояние двух людей в отношении очень сильно это определяет. И причем потенциал у этой семейной пары довольно большой с точки зрения финансов, развития, но, к сожалению, они никуда не могли никак сдвинуться. И, Из-за нее. Ну, в какой-то степени из-за нее и из-за него тоже, потому что все-таки отношения — это всегда проблема двух людей, да, и почему, например, кто-то, один из них игнорирует эту проблему, не хочет на нее смотреть, кто-то почему-то вот себя так проявляет и так далее. И, скажем так, мы с ней год, это была довольно долгая терапия на самом деле, хотя это не типично для телесной терапии. Обычно люди приходят на 5, на 10, там, максимум 15 сеансов. Это была годовая терапия, и благодаря ей мы смогли закрыть, в первую очередь, конечно же, проблемы физические. И проблемы физические очень часто имеют предпосылки того, что я, например, не могу удовлетворить какие-то свои потребности в жизни. Ты давала какие-то домашние задания, она должна была что-то выполнять, или это только были сессии, работа с тобой? Это были только сессии. Но, скажем так, в работе, вообще в работе с мышлением, с чувствами, так или иначе, ты забираешь это упражнение с собой в жизнь, потому что то, чему ты учишься в терапии, ты переносишь это в свою жизнь. Поэтому это, можно сказать, такой непрерывный процесс терапии. И у нее очень сильно поменялось ее внутреннее состояние, и из-за этого у нее начало меняться ее же мышление. То есть она начала видеть ценность своего мужа в отношениях. То есть если раньше она смотрела на него просто как на источник, условно говоря, там, денег, и человек просто, который там закрывает ее базовую потребность, она стала в нем видеть человека, она стала проявлять к нему этот интерес, и у нее появился интерес вообще к созданию таких отношений с ним,
где бы они вместе вдвоем бы процветали, и, конечно же, у них сразу они там купили квартиру, они открыли еще одну точку бизнеса. Я не могу, ну, называть какой бизнес и где, потому что это конфиденциальная информация, но у них очень мощно пошло их совместное развитие. И то есть если раньше вот этот бизнес, кстати, который она открыла в самом начале, у нее там постоянные какие-то вот, плюс то, что у нее состояние было такое тревожное, очень паническое, можно сказать. И вот в бизнесе постоянно тоже происходили какие-то ситуации типа а-ля пожары внезапные. То есть это тоже отражается и не На только сотрудниках, на отношениях, но... на сотрудниках, На всех, на например, всем окружении. Вообще, вот все, на что ты влияешь. И Поэтому... да, кстати, вот сначала, если она пришла с запросами там по здоровью, то потом уже, скажем так, Это она говорит... распространилось на все сферы. Да, она говорит, а почему вот там у меня там пожары там в бизнесе, там еще что-то, вот почему у меня так, я не понимаю. И, конечно, вот этот был процесс очень долгий, но, скажем так, он действительно был очень мощным. Здорово. И, конечно, это очень радует, потому что ты понимаешь, что дальше они будут совместно как-то развиваться, и, наверное, эта терапия еще она не закончилась, она продолжается, и она будет у нее по-своему это уже же такой процесс бесконечный. бесконечный, да. Да. Мы тут все не чтобы под пальмой лежать с кокосом. Да. Вот, это, конечно, интересно. Спасибо большое, что поделилась. Всем спасибо за просмотры, ваши лайки и комментарии. Готовьте карри, оставайтесь с нами и до встречи в новом эфире. Пока-пока! Всем пока! Друзья, мне было с вами приятно сегодня побывать в одном поле, и в подарок за прослушивание и за просмотр нашего видео я дарю вам практику, которая поможет вам скорректировать свое состояние, и ссылку вы можете найти в описании под этим роликом.